Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я буду строить довольно интересную арабскую версию венгерского автобуса. Этот автобус вы вряд ли где-либо могли видеть, так как он оснащен кондиционером. И это довольно сложный набор, ведь он из смолы, потому что ОВД в зеленых коробочках, как правило, смоляные наборы. И работа со смолой всегда такое небольшое приключение. Так что давайте смотреть вместе. Поехали! В этом видео я хочу продолжить идею моих недавних видео о том, что порой модель это не просто горстка пластика, смолы или металла, а это нечто большее, более духовное, что ли. Моделизм – это вариант декоративно-прикладного искусства, так что смысл должен обязательно присутствовать. Давайте обо всем по порядку. А это смоляная модель от AVD Models. Это одна из тех моделей, что дарит удовольствие именно своей простотой. В наборе всего несколько деталей без лишней мелочевки. Так что я сразу смогла перейти к самому интересному, к окраске. Ну а купить все необходимое для моделизма, будь то наборы для сборки, краски, инструменты, вы можете в магазине «Модельная лавка». Там регулярно появляются новинки от Звезды, от АВД, от других мировых производителей. Для первого заказа действует промокод, который вы видите на экране. Он дает вам скидку в 500 рублей. Но если вы бывалый пользователь лавки, то есть промокод Dasha, он дает вам скидку в 10%. Так что ссылка на магазин в описании. Переходи, там и все действующие промокоды. Поехали! И сначала я загрунтовала шасси и кузов, чтобы краска легла равномерно и надежно, а затем нанесла базовый цвет. Шасси в классический черный, а кузов в белый. Так модель сразу обрела характер и основу для дальнейшей работы. Иногда шутка оказывается глубже, чем кажется. Казалось бы, простая интернет-игра слов «Цой убил Икарус», потому что Цой был звездой, а Икар отомстил звезде, перевоплотившись в автобус. И на первый взгляд это всего лишь каламбур, построенный на совпадение звучания Икар и Карус, звезда рока. Однако за этим легким юмором скрывается целый пласт культурных смыслов. Эта метафора соединяет античный миф об Икаре, советскую повседневность в виде венгерского автобуса и трагическую судьбу Виктора Цоя. Ну а после этого начался этап, который я называю ювелирным. Все-таки это автобус, а это значит десятки сидений. Каждая деталь со своим цветом и фактурой. Мягкие части кресел я аккуратно покрасила аэрографом, чтобы добиться плавного и ровного покрытия. А вот рамки кресел придется выделять вручную тонкой кистью, с терпением и вниманием к мелочам. После этого кресла займут свои места в салоне, а автобус оживет изнутри. Это смешение трех культурных пластов. Мифологического, бытового и музыкального, это и рождает удивительно точный символ конца советской эпохи. Давайте рассмотрим его повнимательней. Итак, миф об Икаре как архетип. История о Дедале Икаре – это один из древнейших европейских мифов о стремлении человека превзойти границы возможного. Икар взлетает к солнцу, его крылья плавятся, и он падает. И в этой истории всегда слышится мотив наказания за дерзость, за попытку достичь недостижимого. Но вместе с тем она и о храбрости, и о силе мечты, и о жажде свободы. У настоящих икарусов всегда была яркая праздничная окраска, двухцветная схема смотрелась особенно эффектно, и поэтому я решила воспроизвести этот паттерн. Нижнюю часть кузова я покрашу насыщенным синим, чтобы граница цветов была четкой и аккуратной. Я воспользуюсь проверенными масками из модельного скотча от фирмы Machete. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Снимать скотч всегда волнительно. Именно в этот момент и виден результат аккуратности. В 20 веке миф об Икаре стал особенно актуален. Авиация, космонавтика, технократический пафос эпохи сделали его символом риска и подвига, а в более метафорическом смысле символом художника, поэта и музыканта, который горит в своем стремлении к высшему, жертвуя жизнью. Но Цой в массовом сознании давно стал не просто рок-музыкантом, а героем мифологического порядка. Его ранняя смерть закрепила этот статус, он словно действительно сгорел на солнце, не дожив до 40 лет. Его песни наполнены образами света, огня, звезд, солнца. Это космическая поэтика, которая выводит его за рамки бытового. Для целого поколения он стал звездой не только эстрадной, но и метафизической. Звезда по имени Солнце. Это ведь и он сам, и символ его музыки.
И здесь метафора шутки начинает обретать глубину. Если Цой звезда, то он становится небесным телом, сияющим над повседневностью. Икар же в мифе всегда стремился именно к звездам и к солнцу. Но когда основные поверхности готовы, остается работа над деталями. Уплотнители дверей будут окрашены в черный, молдинги засияют серебром, а многочисленные стекла получат аккуратно прорисованные резиновые рамки. И эта кропотливая работа требует времени, но именно она и превращает просто модель в реалистичную миниатюру. Ну а на другом полюсе этой метафоры автобус Икарус. В реальности именно он стал участником трагической гибели Цоя в 90-м году. Его автомобиль столкнулся именно с таким автобусом. Но Икарус — это не просто транспортное средство. Для жителей СССР и постсоветского пространства этот символ эпохи такой же узнаваемый, как «Жигули» или магнитофон «Весна». Он воплощал массовость, повседневность и серую рутину. И вот здесь происходит парадоксальное столкновение. Рок-звезда, олицетворяющая мечту, романтику, полет, сталкивается с автобусом, воплощением тяжелой земли, будней и механической необходимости. А игра слов «Икар» «Икарус» превращает трагедию в метафору. Получается, что мифический Икар, некогда упавший от солнца, теперь мстит звезде, обретая новое воплощение в автобусе. Это удивительный поворот. Древний герой становится советской машиной. В постмодернической логике это выглядит вполне естественно. Культура превращает мифы в бытовые предметы, переплавляет высокое в низкое. И таким образом Икар, некогда жертва солнца, звезды, возвращается в облике автобуса, чтобы сбить новую звезду Цоя. И в этой версии шутка превращается в мифологическую драму. История замыкается, архетип повторяется. И не забуду про экстерьер. Бамперы, решетки, радиаторы, декоративные элементы – все это нужно оживить краской и выделить и подчеркнуть. Ну а если посмотреть на это столкновение как на культурный образ, то он символизирует сам конец 80-х, рубеж конца эпох. Цой – это энергия свободы, гласности, перестроечного романтизма, мечта о полете и переменах. Ну а Икарус – это инерция советской повседневности, тяжесть системы, железо реальности. Столкновение звезды и автобуса – это не только личная трагедия, но и символ столкновения мечты и реальности. Солнце перестроечной надежды оказалось слишком ярким, и автобус будней оказался слишком тяжелый. Ну а почему же эта метафора появляется именно в форме интернет-мема, в шутке? Потому что постсоветская культура часто переживает трагедии через абсурд и иронию. Мем становится способом снять табу и одновременно зафиксировать важную мысль. Шутка про Икара автобуса и звезду Цоя – это не издевательство, а своеобразный способ выразить, что мы все еще думаем о нем, все еще ищем символику в его судьбе. Но на более глубоком уровне эта метафора говорит и о нас самих. Каждый, кто жил в эту эпоху, ехал в том самом Икарусе, глядя в окно и слушая на кассете кино. Мы все были между звездным светом и автобусной реальностью. Поэтому история о том, как Икар отомстил звезде, это ироничное зеркало нашей жизни. Полет и падение, мечта и рутинный металл, миф и повседневность. В финале по кузову и салону я пройдусь смывкой черного цвета. Она придаст глубины и объема, подчеркнет рельеф и создаст тот самый эффект живого автобуса, будто он готов выехать в рейс прямо сейчас с модельной полки. И вот такой автобус у меня получился. Я сделала его таким светлым, то, что нужно для стран арабского мира. Там тепло, жарко и кондиционер в тему. Так что, надеюсь, вам работа моя понравилась. Это видео вас заинтересовало. До новых встреч. Пока-пока. Белый снег, серый лед на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней город в дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым. Городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце.